Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Расклад Таро. Что случится? Что произойдет до конца февраля? Давайте узнаем. Что ожидать? Этот расклад я решила сделать срочно, несколько раньше, сместив график, обычно в самом конце месяца. И я знаю, что такие расклады у вас популярны. Но вторая половина февраля, она для нас богата на планетарные транзиты. Это то время перемен, в котором мы с вами, по сути дела, живем. Поэтому самое главное, будем добрее к самим себе. Жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала, которая в наших руках. Поэтому будем рассматривать карты с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. Итак, что же случится, что произойдет до конца февраля? Как события до конца февраля окажут влияние на вашу жизнь, к чему приготовиться, может быть и так, да? И более подробно вы можете прочитать на моем сайте «Петля реальности». Я оставлю ссылки в описании под видео. Итак, первая карта. Так что же там случится? Что произойдет? Вторая карта. Что вас удивит? И, быть может, для вас неожиданным будет. Или кто или что, может быть. Не обязательно это будет связано с каким-то действием, но, может быть, это сам по себе человек. И в конечном итоге, к чему приготовиться, к чему это все идет до конца февраля. Что скоро изменится, а возможно и тоже резко или неожиданно. Достанем карту, что же будет дальше. Тоже узнаем, что будет продолжено вами. И совет от карт, последняя карта, мы откроем ее в самом конце. Итак, что же случится, что произойдет, паш мечей? А вот и правда, тут неожиданная новость может быть. Тут неожиданное событие. И вы знаете, тут у каждого по-своему, у кого-то это связано с детьми. Может быть, даже взрослыми детьми, или весточка от детей. Что-то дети могли решить, да, если есть взрослые у вас взаимодействия. А для кого-то из вас это ваше собственное решение, потому что по пажам, конечно, пажи – это вестники, то есть это какие-то новости, информация, но это наше желание, например, что-то изменить. Это какой-то начальный жизненный этап. И такое, знаете, емкое однозначное решение, в котором нет вот двойственности, нет каких-то качелей, нет вот может быть так, а может быть эдак. Скорее всего, с чем это будет связано? У кого-то, может быть, буквально вопросы, связанные с юриспруденцией. Вам не помешает дельный совет, может быть, юриста, адвоката, или найти информацию, как обучиться чему-то, да, себя перестроить, как на новые рельсы, в новую реальность. Вот здесь такой момент перезагрузки, мои дорогие стрельцы, он у вас вполне возможен. Давайте еще спросим, так что же тут случится, что произойдет? Победа в конечном итоге. Карта победителя. Более того, тут не успокоишься. Вот эту победу придется сохранять. Мы говорим, мало взять высоту, а ты попробуй удержи. Вот у вас намечается буквально какой-то, ну знаете, как судьбоносный поворот. Но это будет зависеть, первое, от того, как вы на это отреагируете, какие вы примете для себя, может быть, решения важные. Может быть, это будет связано... О, кстати, вот правда, может быть, это будет связано с какой-то историей, как вы находились вот именно в зависимой ситуации, аркан-дьявол. Дьявол – это хитрец, конечно, и великий шутник, будем говорить. Поэтому с позитивной психологией смотрим на это. И если мы уж говорим о 15-м аркане, то тогда совет – не продолжай какую-то игру, иначе она может стать опасной. А вот здесь обдумайте этот момент более подробно. У кого-то это может быть связано с отношениями, значит, тоже нужно определиться, к чему это все идет или чем это чревато. Может быть, да, отношения разные. У кого-то ситуация зависимая по работе, и, может быть, это вы хотите уже выйти из какого-то небытия, да. Может быть, много работаю, а заслуги мои, они все кому-то бонусы достаются. И получается, что я как вечно на подхвате. У кого-то это так тоже может быть. И вы будете думать о том, что, ну нет, мне надо тут какую-то свою стратегию, тактику выработать, потому что на вторых ролях быть не хочется. Не хочется участвовать, опять же, в какой-то игре. Для кого-то из вас буквально не рисковать деньгами. Вот, кстати, этот момент тоже продумайте. Тут расчет какой-то однозначный должен быть. С этого у нас началось. Ладно, давайте перемешаем.
И так что же случится, что произойдет? То есть вариант победы, но насколько мы готовы его рассматривать, насколько мы готовы, самое главное, менять себя. Вот тут как будто с этого начинается. Шикарно. Мои дорогие любимые стрельцы, да тут явно нельзя что-то упустить. Смотрите, карта успеха, колесница. Да, причем это такая карта конкретной энергии. Выбор нужно делать, вот буквально туда или сюда. Более того, возможно, вам придется куда-то и поехать. Может быть, этих поездок совершить немало. По каким-то инстанциям вы собираете, правда, информацию, вы тем самым и обучаетесь, но вы еще для себя, как план какой-то, план минимум, план максимум, вот именно вторая половина февраля. Она для вас обнажит те вопросы, которые долгое время были в тени, вот как по дьяволу, да? Когда вы с чем-то соглашались, или когда вы тоже можете узнать какую-то тайну, может быть, вы даже ни о чем подобном не подозревали, и здесь у каждого будет как-то по-своему. Либо это вопросы вашей занятости, труда, документов, или вашего, ну, может быть, и хобби, которое вы хотите монетизировать, может быть, даже как вторичный заработок. И это была ситуация так, 50 на 50, что-то вот как вибрировало, да, но не было четкости. Вот эту четкость ваша задача сейчас внести. Найти недостающую информацию, потому что на кону как будто выбор делаем мы сегодня или никогда. Не упустить время. Аркан Колесница, он ведь нам об этом говорит, что ты уже прошел какой-то путь, и для тебя сейчас самое главное не оборачиваться назад. Ну, не оборачиваться, тут февраль у нас время такое, хотя очень много тех транзитов, о которых я говорила, и вот только представьте, 14 число, 14 февраля, это как поворотная дата для кого-то может быть, но это только начало, мои дорогие, а дальше будет интереснее, это факт, потому что дата, когда Сатурн, мы знаем, это планета порядка, это планета дисциплины, кстати, планета власти и, ну, того, что мы где-то прописываем, может быть, на бумаге, или пусть это будет связано, правда, с юриспруденцией, законом у кого-то. И 16 февраля планета Нептун переходит тоже в знак Овна. Получается, что 16 у нас соединяются две противоположные по энергиям планеты. Это как соединить возвышенное и земное. На этом все не заканчивается. С 17 числа у нас будет как и новолуние, так и солнечное затмение, которое откроет коридор затмения. Это будет длиться до 3 марта. Тут какая-то траектория. Это, знаете, вам как сделать квантовый скачок из февраля в март. Но вам, правда, нужно определиться, что имеет смысл продолжать, а что, в принципе, вас как будто сдерживает. Или словно вы в заложниках, вот, да, по 15-му аркану. И у нас будет еще до конца февраля масса других транзитов, вот поэтому прочитайте, правда, на моем сайте, а мы идем вперед. Вторая карта. Что же вас удивит или будет неожиданно? Но нам снова о том же. Паш мечей, а здесь идет по нарастающей. Я часто говорю, туз мечей – выход из путаницы, из лабиринта, задвоенных отношений, задвоенной ситуации. И если мы не можем изменить людей, мы не можем изменить мнение о нас, о событиях, мы можем изменить к этому отношение. В этом отчасти будет заключаться ваш выход из этого жизненного лабиринта. Но это может быть связано действительно с какой-то новостью, документом. Или когда вы сами скажете «баста», а вот теперь будет по-другому. И это вас тоже может удивить. Вас может удивить сама по себе какая-то информация. Вы можете узнать, что в каком-то вопросе фигурировали третьи лица, третьи персоны, были какие-то условности, которые вы не видели. И вы знаете, вот у нас как глаза открываются, все же это карта праздника. Когда мы себя вот перестраиваем, и наши дела идут в гору. Вот как будто какое-то откровение, знаете, но откровение может быть самим собой. И у нас до конца февраля важно на что-то не закрыть глаза, не быть в собственных паттернах, шаблонах, а именно увидеть реальность как-то по-другому. И тут с правильной ноги пойдет вся ваша жизнь. Правильно. Тут нам даже говорит карта о том, что время строить планы на будущее. И не время вот повторять что-то из прошлого, как будто, да, оставить что-то, чем вы занимаетесь теперь. И вы, кстати, 15-й аркан, он дает нам физическую силу, активность со знаком плюс.
он нам помогает решить финансовые вопросы. Все карты, они имеют несколько значений, поэтому нельзя с позиции негатива или только лишь с позитива, да. То есть вот, ну, есть какая-то задача, может быть, когда, с одной стороны, вот эта физическая активность, вроде как я сейчас горы переверну, ну, не, наверное, будем оставлять с вами горы на месте, а вот тут надо свою какую-то стратегию, в очередной раз говорю, и тактику продумать на будущее. Мы можем замечтаться, то есть дьявол будет давать как и силу, активность, жизненную энергию, но и соблазн, знаете, продавить свою точку зрения. Или основываться-то только на том, что мы думали раньше, потому что мы тоже где-то мысленно зависим от собственных шаблонов, от собственных привычек, мои дорогие. И тут все-таки двойка жезлов нам говорит, это не то, что мы, ну, буквально резко что-то ломаем. Нет, это, скорее всего, мы строим планы. И есть, может быть, и выбор, все-таки двойка, по сути дела. Правда, тут какой-то выбор у вас присутствует. К чему приготовиться или к чему это все идет? Но вот искусство мелких шагов. Эта карта, она говорит нам о том, что явно есть какое-то событие или то, что в вашей жизни произошло. Может быть, это связано именно с людьми где-то. И здесь вы глаза откроете на то, как ведет себя человек. Вот это тоже может быть. Это где-то и удивляет, и неожиданно. Но реальность, она вот такая, какая есть. Мы ее изменить не можем. Как будто наступает время вам идти вперед, выйти на авансцену буквально. Но до этого момента, пока мы начнем двигаться дальше, искусством мелких шагов, я всегда говорю по этой карте, вы должны себе сказать, вот в каком-то деле я сделала или сделал все, что мог. Теперь я иду дальше. Вот к этому приготовьтесь. То есть итоги, правда, выбор, по сути дела. И опять же, вот посмотрите, как бы карты у нас в трех позициях, но в одних энергиях. Если мы говорим сначала информация или словно прозрение, а дальше победа. Вторая позиция, да, как что вас удивит или будет неожиданно. Опять же, может быть новость или наш собственный инсайт, озарение, и следом за этим радость. И нам снова говорят, что мы уже конкретно, может быть и на бумаге, прописываем, в чем мы будем участвовать, а в чем нет. Создайте для себя такую волшебную запись, мои дорогие стрельцы. Вот так и хочется сказать, потому что идет повторение. Тут ведь тоже дальше рыцарь кубков. Это хорошее настроение, добрые эмоции. Это даже если прежняя история, даже пусть касается личной жизни, но какого-то важного, емкого решения. Когда, ну, может быть, был тот человек, который был очень важен, но эта история либо завершается, или она завершилась много лет тому назад. Тут у каждого по-своему. И я не говорю, что мы рвем отношения. Нет, мы перестраиваем себя, трансформируем. Может быть, для кого-то именно договориться, но не тем методом, когда, с одной стороны, мы давим авторитетом, или наоборот, мы со всеми соглашаемся. Тут что-то среднее, арифметическое. Золотая середина для вас будет очень важна. И поэтому записывайте свои записи, свои мысли точнее. Может быть, заведите себе такой маленький блокнотик, о котором только вы знаете. Когда вы запишете как минимум, может быть, 5 или 3 вот вашей мечты. Пусть вы сейчас не видите, каким образом я могу это осуществить, но поверьте, запись, она имеет волшебную силу. Вы бы это прописали, это пусть будет даже стратегия такая на более далекий период. Но прописывая на бумаге, мы, как знаете, фиксируем, как будто записали, печать словно поставили и отправили это в пространство. Не отказывайтесь от своей мечты только лишь потому, что вы не знаете, как вот буквально сейчас, завтра вот это осуществить. Это есть у нас те планы, которые мы можем осуществить, решить вопросы более быстро, но есть и то, что требует времени. Вот какая-то правильная продуманность, мои дорогие. Поставили мечту, а потом, может быть, пополам лист разделили, план минимум, план максимум. Ну вот как-то так. Ладно, так что же скоро изменится? А возможно и резко, и неожиданно. Ну, правда, кому нужно помириться, найти взаимопонимание, и при этом, да, вот, и не давить вот этим авторитетом, и не соглашаться с тем, что вас коренным образом не устраивает. У кого-то я допускаю, что прежняя история любви, может быть, она уже где-то закончилась, может быть, прошел очень долгий период. Тогда
Отпускайте, мои дорогие. Правда, отпускайте, потому что это словно игра мыслей. Вот это тоже как по 15-му аркану. Мы сами себя погрузили в какое-то пространство, которое не имеет решения. Тут одно решение, опять же, реальность. Поэтому тут у кого как, но тоже своего рода выбор. Вот опять же выбор. Причем очень добрый. Поэтому для тех, кто в сольном варианте, ну, как очистить ментальное пространство для вас будет означать скорейшая встреча, начало отношений. Для кого-то из вас очень важный разговор, когда, может быть, есть тот человек, с которым и будут продолженные отношения, но в каком-то в новом ключе. Сепарация только иллюзия, нам говорит эта карта, поэтому, скорее всего, договариваться придется. Или вот это среднее арифметическое искать. И это старший аркан. Здесь кто-то может столкнуться с тем, что это вам необходимо сделать, но точно так же вас и удивить может, или где-то резко изменить какой-то человек свое мнение на противоположное. К этому тоже будьте готовы. Итак, так что же изменится? Ух, смотрите, два старших аркана. Тут и правда словно разгадать какую-то тайну, сохранять самих себя, слушайте интуицию. Здесь нельзя сделать как всегда. Тут явно нужно поступать как-то по-новому. Это точно, мои дорогие. Вот все вот эти карты верхнего ряда, они как выносят вердикт своего рода. Посмотрите, 3 старших аркана. Что резко, скоро изменится. От того, какой вы делаете выбор, где-то при том, что по аркану жрица мы много не говорим. Удача и наше счастье любят тишину. Поэтому совсем не обязательно что-то доказывать или знаете, как афишировать, что вы собираетесь делать дальше, потому что это все сохраняет императрицу. У вас на кону смена статуса, у кого-то решение вопросов по финансам, у кого-то решение домашних, жилищных проблем, у кого-то прорыв, как на работе, да, может быть, имеется в виду, что за прорыв. Но когда вы начнете строить карьеру, опять же, статус, вам как будто нужно изменить статус. Может быть, вы подзастряли в прежнем состоянии, когда, ну, вы как на подхвате, у кого-то так, это если вопросы работы. Поэтому здесь однозначно построить какие-то планы. Вот почему записи, может быть, для вас и важны. Не отказывайтесь. Если мысль посетила вашу голову, запишите. Какой бы странной она ни казалась. Потом, спустя время, вы будете пересматривать. Это здорово работает и помогает. По себе знаю. Вы будете пересматривать и видеть, что, а ведь и на самом деле вот меня как будто судьба ведет какой-то нужной дорогой. Не бойтесь корректировать ваши планы, потому что на кону новое качество жизни, благополучие. И карта говорит, надейся сам на себя. Ну, наверное, верхний весь ряд как раз об этом тоже нам свидетельствует. Итак, что же будет дальше? Называю эту карту выбор, знаете, как марафонского забега, в чем мы будем участвовать лет 10-20. Я должна сказать, иногда, кто смотрит мои расклады, рыцарь Пентакли– это тот, кто едет медленно. Так вот, конкретно, что будет дальше? Вы определяете круг общения. Вы для себя до конца февраля определяете, кто как будто идет с вами, кто вам готов откликаться и помогать, кто составляет ваше ближайшее окружение и правильные социальные связи. Но здесь вам может помочь конкретный человек, на которого вы, кстати, не думаете, решить финансовый вопрос, то есть буквально деньгами. Или для того, чтобы решить какую-то тему, может быть, по документам, я вскользь упомянула. Здесь вы можете тоже найти знающего человека, который вам способен помочь дельным советом. Давайте еще узнаем, так что же будет дальше. Но тут вот на это, как план максимум, так это точно. Опять же выбор. Вот вы на выборе. И делайте этот выбор душой. Слушайте свою интуицию. Интуиция– это не что-нибудь, а тандем интеллекта и пережитого опыта. Все реально, мои дорогие. И вот этот выбор, второй ведьмочек, обратите внимание, бросает дротики, ножи наша ведьмочка. Но у нее завязанные глаза. Она старается себя прочувствовать. Что же говорит мое сердце? У нас будет много не укладываться, поверьте, до конца февраля и дальше даже не укладываться в наше представление, может быть, о мире, о каких-то людях, о событиях. Вот такие метаморфозы могут быть. Или, как мы говорим, ни в какие ворота не лезет. Может быть, и правда. Вот
вы с чем-то подобным сталкиваетесь. Но в данном случае альтернативное мышление имеется в виду именно как наше подсознание, наша душа дает правильные подсказки. Что-то быстро не пойдет, поэтому себя не нужно тормошить. Поэтому нам говорят, вот ты сейчас у тебя как перезагрузка, но где-то дальше будь готов к тому, что тебе придется как и что-то изучать, ухаживать за каким-то проектом. Но перед этим нужно будет сделать выбор. Но и здесь не будет дальше, то есть имеется в виду, может быть, в течение марта, ну так немножко вперед смотрим, да, здесь вот именно будут связаны события с тем, что вы для себя сейчас определяете. Что будет дальше? Вот неизбежно мы должны отказаться от того, что уже для нас не имеет значения. Часто по этой карте говорю, над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. Мне очень нравятся слова Клаудио Пенейро, потому что да, есть сожаление. Ну вот значит, для каждого из вас есть какое-то сожаление, которое, как 15-й аркан, вас держит в тисках. Что же будет дальше? А тут нам Паш говорит о том, что все уже время перезагрузки, опять же выбора, направо или налево. Куда же мы идем, да? Аркан Колесница. Но все-таки для вас, смотрите, вас будет, что будет дальше. Кто-то задумается о переезде. Кто-то задумается просто о путешествиях и работе, удаленной из любой точки мира. Шестерка мечей – это карта заслуженного успеха. У вас две карты победителя, по сути дела. И почему вот нам говорят медленно, да? И успех-то ведь он заслуженный. Это не буквально завтра, в феврале. Это нам нужно пройти какой-то путь. Потребуется мужество. Идти, может быть, в одиночку. Какой-то свой план осуществить и при этом быть готовым все время его корректировать. Потому что наше представление не всегда вписывается в рамки тех событий, в которых мы находимся, или обстоятельств. Но вот если вы поставили или написали себе какую-то цель, будьте готовы скорректировать свои мелкие планы, потому что заслуженный успех уже как будто у вас на кону. Карта совет. Будь готов к неожиданностям. Не отказывайся, правда, от каких-то поездок или какой-то дороги. Может быть, тебе придется даже, стрелец, оставить все то, что ты вот прямо буквально сейчас занимаешься. Чем, да? И это в течение февраля. И вот именно себя перестроить быстро на новый лад. Или буквально совершить какую-то поездку, может быть, и путешествие куда-то, чтобы увидеть своими глазами, прояснить какой-то вопрос. Здесь ты будешь вообще сталкиваться часто до конца февраля с какой-то информацией, которая точно ни в какие ворота не лезет. Но в этом идут подсказки. В этом как судьба тебя пытается словно выдернуть из какого-то заточения или, может быть, из ваших паттернов и шаблонов, как представление о ком-либо или о чем-либо. И поэтому действовать, скорее всего, придется, знаете, искусство мелких шагов. Вот это правда. Тут невозможно будет сразу же, знаете, создать для себя какой-то достоверный план на долгий период, а вот именно коррекция планов. И, в принципе, это жизненный драйв. Скучать вам будет некогда, мои дорогие. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы поддерживаете меня, мой канал, мое творчество и пишите мне искренние комментарии, ставите лайки, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и читайте мои публикации. Все ссылки в описании под видео. Переходите на мой сайт. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда. Пусть сбываются ваши мечты.